Саран-саран, с вами Алиран, и я записываю такое странное видео, потому что знаете почему? Самое первое видео на канале было посвящено кей-поп, и через время, когда я его пересматривала, я такая, блин, думаю, где кнопка скрыть и удалить у всех воспоминания об этом видео. И сейчас, когда я решила снять это видео про преимущества и недостатки кей-попа, я поняла, что я тупо буду сейчас пересказывать то первое видео, и я решила ограничить себя на 5 положительных чертах кей-попа и 5 негативных чертах. Это будет сугубо мое личное мнение, мое отношение к этому. Заметьте, чувствуете вот акцент, сугубо личное мнение. У вас может быть свое, вы напишите об этом в комментариях, просто чтобы потом не было ко мне никаких претензий, я дисклеймерю. Клево будет, если вы все-таки с уважением отнесетесь к моему мнению, даже если оно вам не нравится. Вы подумайте, ну окей, так думаешь ты, я думаю иначе, хорошо. Мы все разные, и это клево. Пожалуй, первый и один из самых главных плюсов кей-попа — это огромное количество, немыслимое количество артистов. Я, когда только попала в кей-поп, а на тот момент количество групп было значительно меньше, это было, если кто-то не в курсе, уже более 7 лет назад, уже, наверное, скоро будет 8 лет назад, я была в шоке. А сейчас их количество умножилось на 10, 20, я не знаю, может быть, в 30 раз оно стало больше. Я представляю, каково новичкам кей-поп, но, тем не менее, это, наверное, говорит о том, что вам никогда не будет скучно. Будет постоянно новая музыка, будет множество новых клипов, и есть из чего выбрать. Мне кажется, кумира можно выбрать на любой вкус и цвет. Но вместе с этим это является и минусом, в принципе. Может быть, сейчас будут лететь в меня тапочки, но тем не менее, по сути, поскольку кей-поп является целым таким конвейером групп, такое ощущение, что создается все это по шаблону, просто, знаете, подбираются определенные какие-то параметры, и этим всем напичкивается группа, и получается что-то вроде бы как индивидуально, но с другой стороны, где-то пересекается с чем-то другим. Что касается девичьих групп, очень много вот этой мимимишности и кукольности. Что касается пацанячих групп, то тоже есть мимимишный Ромео. Либо есть какой-то дерзкий парень с крутыми, отважными танцами. Но минус это или нет, я бы, честно говоря, еще сама с собой поспорила. Второй плюс — это то, что кей-поп — это не просто поп. Кей-поп — это уже и хип-хоп, это уже и рок, и куча разных всевозможных направлений. Есть даже чисто рок-группы. Или чисто хип-хоп группы, или чисто хип-хоп исполнители. Вот это вот клише, когда новые какие-то люди на ютубе, блогеры смотрят кей-поп и говорят, это же хип-хоп, это рок, какой поп, почему это называется поп? Да, кей-поп это не просто поп. Минус. Коробка в клипах, то есть какой-то шаблон, по которому снимаются все клипы. Но, в принципе, этот минус с крахом просто летит уже в никуда, потому что кей-поп становится все разнообразней. Но еще несколько лет назад все практически клипы, за исключением единиц, снимались на определенной локации, которая была похожа на коробку. Особенно это часто можно было встретить у СМ. Таких похожих локаций могло быть несколько за клип, плюс крупные планы с красивыми лицами, танцы и еще, может быть, что-то, чтобы разбавить. Вот по такому принципу снимались практически все клипы, и я же говорю, были единицы каких-то сюжетных клипов. Но вместе с тем сейчас появляются все больше сюжетных клипов. И, честно говоря, когда у BTS вышли I Need You или Run, то есть клипы, которые вообще идут вразрез всему, что я привыкла видеть в кей-попе, для меня это был как глоток свежего воздуха. Также
же SM выкрутились из этой ситуации, и Эксятам тогда еще, помимо вот обычных, да, танцевальных клипов, они снимали какие-то сюжетные линии с музыкой EXO, и это тоже придавало, знаете, какой-то объемности всей этой картинки вместе с промоушеном. Все чаще сюжетные какие-то интересные линии появляются в клипах, все больше появляются кадры на улице, где-то еще сняты, но тем не менее я считаю, что полностью уходить от коробки нельзя, потому что должна быть просто какая-то доза этого определенная, в этом есть свой шарм, в этом есть свое преимущество, и именно таким я полюбила кей-поп, по сути, если разобраться. Целая развлекательная индустрия, это еще один плюс. Есть периоды промоушена, когда группа практически у всех на слуху, у всех на виду, помимо этого они снимаются в различных шоу, они появляются в дорамах, и что является вообще, наверное, можно отдельным плюсом назвать, что айдовы снимаются в дорамах. Некоторые этого не любят. Моя подруга говорит: блин, айдовы это айдовы, им нечего делать в кино, я люблю, когда там актеры, но тем не менее мы можем посмотреть на своего любимого кумира, музыку которого мы слушаем непосредственно в дораме, в другом амплуа. Прямые трансляции, Weekly Idol и другие много-много-много всяких шоу, какие-то шоу-кейсы, фан-митинги, фан-встречи и все остальное. Это все настолько активно, что иногда сидишь и просто плачешь крокодильными слезами, что ты не живешь в Корее, и что 80% всего мимо тебя куда-то улетает, уходит. Интернет, конечно же, является плюсом. И, наверное, каждый кей-попер в свое время задумывался о том, что, блин, у меня часов-то столько в сутки нет, сколько выпускают мои любимые группы, для того, чтобы успевать за всем следить и все отсматривать. Минус: большая нагрузка и очень жесткие контракты относительно айдолов. Вы знаете, вот если зарубежные артисты зачастую устают, да, потому что они себя выматывают на репетициях, на концертах, в турах, то есть артисты есть артисты, это довольно тяжелая профессия. В кей-попе идет все несколько иначе. Нагрузка, которые заваливают сами агентства своих артистов, иногда переходит просто все мыслимые и немыслимые рамки, и фанаты, включаясь в этот процесс, начинают требовать не от артиста, чтобы он себя берег, чтобы как-то он больше времени уделял своему отдыху, а обращаются к агентствам для того, чтобы те перестали зажимать просто в ежовые рукавицы своих артистов и выжимать из них буквально все соки. Но эта черта кей-попа является одной из основополагающих, одна из тех причин, по которой кей-поп поднялся так высоко. Хотя я этого не разделяю. Но я понимаю, почему так происходит. Танцы, танцы, танцы. Да, кей-поп просто это танцы. Кто начинает смотреть, только начинает смотреть кей-поп, опять те же ютуберы, да, которые снимают реакции, они говорят: они все танцуют, у них такая клевая хореография. Ну ладно, не все хвалят хореографию, но все удивляются и говорят: май гад, и тут танцуют, и там танцуют, они что, все танцуют? Напоминает Backstreet Boys, потому что да, именно Backstreet Boys когда-то в свое время точно так же и пели, и танцевали одновременно. В кей-попе поют и танцуют все, ну кроме рокеров, да. Вот, даже если ты не танцуешь, то тебя поставят назад, и ты будешь танцевать, даже если ты не танцор. И в этом еще один плюс, то есть я бы даже этот плюс охарактеризовала не только в одни танцы, а в универсальность айдола. Айдол и является тем человеком, который должен уметь худо ли бедно петь, если ему это не дано, то его научат максимально на то, что он способен читать рэпчик, даже если он вокалист, то рано или поздно его вынудят все-таки где-нибудь, как-нибудь, зачитать рэп и, конечно же, научиться танцевать везде. Актерская игра, поведение относительно фанатов, держание имиджа, образы и все остальное. Айдол должен быть одновременно и универсальным, и составлять единичку одной общей массы, которая называется группа, а вот прям вся эта масса называется кей-поп. Маленькие сроки жизни группы. В среднем где-то была такая статистика, что кей-поп-группа живет всего 4 года. 4. Только, пожалуйста, не начинайте биться в панике, все остальные. Есть, естественно, в практике, когда группа живет дольше. Недавно я говорила про Шинхва, там уже 20 лет скоро будет, извините, пожалуйста, как группа существует. Столько воды утекло, столько всего изменилось. Они по-прежнему настырно выпускают совместные клипы и альбомы.
вообще, в принципе, контракты подписываются где-то на 7-8, иногда на 10 лет с артистами непосредственно от агентства, поэтому это плановый период времени, когда группа будет отрабатывать, собственно, вложенные в них деньги. И если группе удалось выпрыгнуть, выскочить, добиться какого-либо успеха, то, естественно, это ей дает возможность существовать немножко дольше, немного менять свою деятельность. Возможно, некоторые артисты из этой группы начинают сольную деятельность параллельную, да, кто-то начинает сниматься в кино, и это все своего рода придает новое дыхание, подхватывает группу и продлевает этот срок жизни группы. Но очень много в связи с вот этим вот шаблонным массовым производством групп на данный момент огромнейший выбор, и некоторые группы выстреливают с одним-двумя хитами или за счет активного промоушена, и потом через некоторое время исчезают, и когда о них забывают, они просто перестают существовать. Именно поэтому такие жесткие требования со стороны агентства к айдолам, чтобы, в общем-то, выжить из них все. И два последних плюса и минуса, они будут перекликаться между собой. Я, конечно же, хотела сказать про фэндом, кей-поп фэндом. На мой взгляд, это, по-моему, самый мощный фэндом во всем мире, во всей вселенной. Потому что если что-то произошло, то весь фэндом объединяется и просто кого-нибудь выносит или заносит. Если что-то где-то нужно кого-то поддержать, даже своего артиста, фэндом конкретной группы, они просто включаются и хавайтесь. Никто никогда, никакой самый успешный и популярный артист Запада, любой другой точки мира, мне кажется, не сможет собрать такую же мощную фан-базу, потому что фэндом артистов кей-поп объединяется вместе с общим фэндомом кей-поп и превращается в нечто просто непобедимое и сокрушительное. Конечно же, поэтому мне приятно думать, что кей-поп фэндомы это одна большая семья, и вот эти вот козни и розни в самом фэндоме я не очень люблю, я вообще не люблю, я совсем их не люблю. Ребятки, мы такая мощь, мы такая сила, я хочу, чтобы каждый из вас почувствовал это на себе, если вы кей-попер, да, если не кей-попер, не надо вам ничего чувствовать, просто вступайте, и вы все поймете. И минус, это, конечно же, ССН-фанаты, уже миллиард раз, наверное, я упоминала их на своем канале, поэтому дотошно рассказывать не буду, но благодаря тому, что кей-поп фэндом вообще crazy фэндом и ни перед чем не останавливается, то появляются вот такие ССН-фанаты, которые не дают жизни и не дают прохода своим кумирам. Они нарушают закон, они устраивают слежки, они ездят за ними круглосуточно на такси, они ввозят в их общежитие, они допускают личностный контакт непосредственно при встрече с артистом. Страшные вещи, в общем-то, творят, но это уже как бы одержимые фанаты, и даже в какой-то дораме, в какой, кажется, одержимые мечты, вторая часть, там главная героиня в какой-то степени была уличена в том, что она ССН-фанат, потому что она пряталась в комнате Джей Би, как его там звали, господи, в этой дораме, я уже не помню, но там это представлено так миленько, но с другой стороны, конечно же, это проблема, и сейчас вся вот эта кей-поп развлекательная индустрия только учится, как с этим бороться и как оградить своих артистов от ССН-фанатов с другой стороны, с одной стороны, а с другой стороны не спровоцировать негатив по отношению к ним, чтобы не пошла обратная волна в плане того, что вы не цените своих фанатов, вы не цените поклонников, вы не цените то, что мы делаем для вас, покупаем ваши альбомы, ходим на ваши концерты, смотрим ваши стримы, голосуем за вас во время всех промоушенов и целая куча всего, поэтому это немножечко сложно, это в какой-то степени пугает, но мне кажется, в последнее время как-то с этим все более урегулировано стало, может быть, мне только кажется, может быть, просто давно ничего сильно громкого не происходило, но а в целом кей-поп это радужная сказка, радужный мир, отдельный какой-то мир, который почему-то в последнее время растет, просто как немыслимая какая-то вселенная, которая скоро вытулит все остальное и заполнит собой все. Я столько наболтала, надеюсь, что видео вам понравилось, пишите свое мнение в комментариях, на самом деле плюсов и минусов еще целая куча, будет клево, если вы напишите мне о них. Ну а на этом все, саран-саран, с вами была Ариран, я вас всех целую и люблю, пока-пока-пока.